Всем привет! Меня зовут Валентина, вы на моем YouTube-канале. И да, за моей спиной наш новый дом, от которого мы только сегодня получили ключи. И судя по названию ролика, вы в курсе, о чем пойдет речь, о покупке дома в Германии. Но это видео не рассказ о каких-то нюансах покупки или еще о чем таком. Это будет такое видео-отсылка к совершению сделки. Мы подписали контракт несколько месяцев назад на покупку дома, договор. Заключили договор с банком на ипотеку. И сейчас мы перенесемся в май, пару месяцев назад, в тот момент, когда же мы заключали сделку с банком, как все это происходило, как мы сходили к нотариусу, поделились своими эмоциями, впечатлениями. То, что так долго лежало на флешке у меня, наконец-то можно раскрыть все карты и обнародовать это видео. Поэтому всем приятного просмотра. Там будут какие-то отсылки, какие-то, не знаю, маленькие нюансы все равно будут рассказаны про финансирование различное, про то, как проходит ипотека в Германии. В общем, можете воочию увидеть, как это было самое-самое начало этой сделки, которая длилась больше 2 месяцев. Конечно, все подробности я расскажу обязательно в следующем видео. Будет очень много видео про ремонт на этом канале, так что кому интересно, подписывайтесь, оставайтесь, ставьте лайки и колокольчик. Это помогает в продвижении канала, чтобы больше людей увидело это видео. И приятного просмотра! Так, всем привет, меня зовут Валентина, на моем YouTube-канале, и это серия роликов о покупке дома. И сейчас мы с мужем идем в банк для того, чтобы подписывать документы на заключение ипотеки. Вот, и при том, что у нас сегодня уже сделка у нотариуса, вот, я подсниму позже, мы в один день еще залетаем в последний вагон и идем подписывать документы с банком, потому что у нас только от банка на словах есть, что типа, да это, не переживайте, все нормально. Типа покупайте, а по факту у нас никаких подтверждающих документов этого нету, ни договора, ничего с банком у нас еще пока нету. В общем, вот такая вот удивительная система. Финансирование от банка, но... Да, но он не несет никакой этой юридической, там, правовой нагрузки, еще чего-то. То есть это просто банк написал бумажку, что типа, да, мы предварительно одобрили. И, типа, эта бумажка, мы ее отдали маклеру нашему, кто занимается продажей. И передали ее нотариусу, наверное, тоже, да? Вот. В общем, вот такая вот ситуация. Нотариус уже связался с банком, и банк сказал, что, в общем, долг будет внесен в Грундбуch. И банк уже внес... точнее, нотариус связался с банком, и банк внес наш долг в Грундбуch. Да, ну, то есть нотариус ввел, но... Долг повесили на нас уже. Но долг уже... банк уже одобрил и отправил все документы нотариусу, чтобы внести наш долг в Грундбуch. Да. Такие, в общем, разъяснения от Артура. Вот, очень сильный ветер, надеюсь, хорошо слышно. Ой, меня все сдувает, глаза слезятся. Ой. Ну что, как тебе, волнительно вообще все это? Ну, как бы большая сумма покупки. Не каждый раз покупаешь дом. Ну что, все, мы подписали. Мой главный виновник, кто подписывал. Кто подписывал. Меня вообще нет в договоре, потому что у меня вид на жительство, Артура же паспорт, соответственно. Меня не смогли включить в договор, и меня не будет пока вообще в документах покупки дома, но потом он может мне вписать, если буду себя хорошо вести. Ой, вот и внесли меня в реестр должников. Да, все. Шуфов. Ну что, волнительно было? Да не волнительно, я просто очень много документов и очень много очень большие суммы фигурируют, которые нам платить много. И зондертильдинг только по одному кредиту у нас есть, по второму у нас нет зондертильдинг. И не знаю, как-то все это муторно, но зато второй кредит выгодней. И что процентную ставку нам изменять нельзя. Тоже мне немножко... Вроде мы договаривались, что можно, а потом в конце сказали, что мы не знаем. Это не можем найти в контракте. Платежную ставку. Да, что сначала мы договорились, а потом выяснилось, что это что-то другое. В общем, неразбериха.
Один в отпуске, другой болеет. Эта девочка нервничает. Да. Мне кажется, вообще какая-то практикантша там вела. Да. Вот, ну, в общем, можете нас поздравлять. И скоро будет еще один кредит. Да, и скоро будет еще один кредит на реновацию, но это уже попозже. Мы еще пока с этим разбираемся. Пока мы не получили ключи от дома, мы как бы ждем, не можем ничего предпринимать. Будем пока вот с этим разбираться, и уже следующий кадр, надеюсь, это как мы идем к нотариусу. Что? Щух. Ну что, все, мы подписали документы у нотариуса. Такой очень приятный нотариус был. Там был Бобик даже. Большой Бобик. Большой Бобик. Охотничий собак, похож на ласкового волкодава, такой вообще лежал в кабинете. Мух отгонял от Мух нас. отгонял, да, говорит, идеальная офисная собака. Я тоже хочу в офис с собачкой ходить. Тоже так захотелось нотариусом внезапно стать. Да, так, у него такой красивый офис в таком классическом стиле, высокие потолки, не знаю, так все очень сделано, какие-то статуэтки стоят, огромные окна, панорамные, в общем, просто там такой очень приятный дядька, очень приятное место, и сразу думаю, блин, нотариусы, это явно понятно, почему многие хотят, чтобы дети были их, там, не знаю, нотариусами, адвокатами, там, юристами, потому что это какой-то такой уровень повыше. Суть нотариуса, он следит за чистотой сделки. То есть это его ответственность, чтобы сделка была чистая и чтобы обе стороны не обманули друг друга. То есть он через него проходит сделка. Он подготавливает бумаги, он подготавливает контракт, он подготавливает документы и следит, чтобы все было по чистоте. То есть мы заключаем сделку с товарищами на покупку, а нотариус с его стороны следит, чтобы сделка была чистая, чтобы не было никаких там налоговых махинаций, чтобы не было никаких там наследников или всего чего. Всех этих подводных корней, я знаю, что это про Питер, они там отдельно нанимают консультантов, которые проверяют это отдельно недвижимость, а вот вся работа нотариуса – это как раз проверить недвижимость, что она чиста и может продаваться, и там нет никаких подводных камней, и проверить нас, что мы сможем это покупать, что мы сможем оплатить, и что мы не обманем, и что он часто любил, он там читает все, объясняет, и каждый абзац объясняет. И вот у него был любимый пример с Бразилией. Допустим, вы берете деньги с банка и укатываете в Бразилию. Тусить в Бразилию. Тогда будет эта проблема, то что у нас, как схема, которая нас защищает, мы делаем резервирование в Грундбух. То есть Грундбух сейчас закрывается. Да, за нами дом зарезервирован. Не могут никому, они не могут кому-то сейчас там заново продать этот дом и вписать, типа с нас деньги поиметь и кого-то уже вписать всё туда. Соответственно, все как бы за нами уже дом зарезервирован, и нотариус это подтвердил, что дом все за нами. Но с другой стороны, пока он за нами зарезервирован, то есть недвижимость заморожена, вообще никакие операции с ней не могут происходить. И он говорит, что на случай, если мы куда-то свалим в Бразилию, почему-то его любимый пример, то что они потом, чтобы как-то защитить продавцов, чтобы нас снять надо с резервацию, нам резервацию дается на 10 дней. 10 дней этой резервации, чтобы оплатить. Если в течение 10 дней мы не оплачиваем, то есть у нас вычеркивают. Из резервации мы вычеркиваем. А там еще смешно, что сейчас конец мая, 27 число, и мы получим ключи от дома, прописано в договоре, к 1 августа. То есть, конечно, если пойдет все раньше, и, возможно, это в 20-х числах июля, но как бы мы купили дом, мы начинаем платить ипотеку со следующего месяца, с июня, а получим ключи только через 2 месяца после подписания контракта. Но, и тоже такое немножко. Все до этого момента мы не считаемся хозяевами. Мы считаемся хозяевами только с 1 августа, и до этого 1 августа они обязаны платить все коммуналку, все налоги, все это. Да, то есть мы даже не владельцы. Вот. Мы не будем владельцами пока. Ключи не дадут, пока нас не запишут в Грундбух. Да, пока в Грундбух нас не запишут. Он сказал, что Грундбух, по-моему, это здесь в Ахене 10-14 недель, а там 6 недель. Если нас раньше 6 недель впишут, то могут раньше дать ключи, да? Да. Еще прикольно, что так сделано, что
в принципе, денег мы не увидим. Мы пришли в банк, и мы сказали, мы хотим купить дом. Банк говорит, отличная идея, покупайте. И тут вся система сделана, что деньги, грубо говоря, заключает действующие лица, это покупатели и банк. Банк напрямую будет переводить деньги Покупателям. Нет, Продавцам, да, мы в обход нас. Да, мы вообще в этой системе как-то сбоку с припеку. Нотариус должен удостовериться, что мы во всей этой покупке остаемся в стороне, что деньги, он должен удостовериться, что деньги вокруг нас идут, и что мы никак нашу лапу не положим на эти деньги. Да, это нам ничего не достанется Да. из этой суммы. Да, Вот. что... Ну, еще очень приятный такой дядька, все нам рассказал, объяснил. Вот еще было 3 продавца, это одна семья, и один даже из Греции прилетел. Ну, щас Что будут- можете поздравлять нас с покупкой дома в Германии, и теперь начинается новая глава нашей жизни. Буду что-то рассказывать, выкладывать, конечно, не скоро, еще только через 2 месяца начнется активный ремонт, потому что планы огромные, грандиозные, и ремонт затянется на, думаю, ближайшие пару лет. Будем жить ремонтом, как говорится. Но мы очень счастливы, мы очень рады. Артур весь в волнении, распереживался. Сейчас еще большие счета будут приходить. Да, большие будут счета, Артур. 12% сейчас надо вы не положь. Да, надо просто 12% от суммы покупки заплатить, отдать всем, то есть маклеру, нотариусу, налог на покупку, то есть 12% от суммы все просто отдать и сплакнуть и забыть. Вот такая, в общем, ситуация. В общем, если вам интересна эта эпопея с домом, с покупкой, подписывайтесь на канал, буду сюда выкладывать все про ремонт, про программы эти финансирования, расскажу поподробнее уже, нарисую какие-нибудь эти схемы, что где найти. Вот, так что оставайтесь с нами. И спасибо за подписку, пишите комментарии, если какие-то вопросы возникли, на все отвечу обязательно. Так что всем пока и до новых встреч!